Камера видеонаблюдения с AliExpress, магазин Anpivis. Это турельная камера видеонаблюдения, как их называют еще, купольная. И многие не обращают на них внимания. И в этом видео я хочу обратить ваше внимание на эту камеру именно, которая пришла ко мне на видеообзор. И на такого типа камеры, чтобы вы понимали их также огромные плюсы, которыми они обладают. Сразу по макулатуре хорошая инструкция на английском языке, можно ознакомиться, тут все вплоть, начиная с установки камеры, на какие кронштейны, как можно ее устанавливать, и заканчивая приложением на смартфон, на компьютер, что можно поставить, веб-интерфейс камеры для отслеживания в домашней сети, на смартфоне, магазин на AliExpress, который занимается видеонаблюдением среднего ценового диапазона. То есть я вам в основном показываю XMI-евское, это бюджетное видеонаблюдение, а вот анпивизовские камеры, видеорегистраторы имеют средний ценовой диапазон, и будет для тех, кому нужно, вот многие спрашивают, хочу систему видеонаблюдения или же камеру, но не совсем дешевую. Ну, то есть у человека есть деньги, и он реально хочет получить за средний ценовой диапазон качественную картинку с камеры. Вот ваш вариант. Шаблон для установки камеры. Муфта на RJ45 есть, крепежный элемент есть. В отдельном пакете идет ключ для фиксации угла камеры. Кривой ключ такой. И сама камера нелегкая и, в общем-то, не в мини-корпусе, но это тот вариант именно качественной купольной камеры по такому типу, потому что она идет в полностью металлическом корпусе. В прошлом видео показывал я вам видеообзор видеорегистратора Anpivis, также качественный продукт, и в паре работал он у меня на видеообзоре с этой камерой. То есть, если ты хочешь домашнюю систему видеонаблюдения собрать из таких камер, или же в другом корпусе, также анпивизовские камеры, но в другом корпусе, обычном цилиндрическом, так называемая пуля, которая, ну, не поворотная, там, с ручной регулировкой угла, но на ножке она на стену крепится, как обычная камера, то тебе желательно анпивизовский видеорегистратор приобретать, и к нему камеры, тогда они будут в полной совместимости работать по аналитике. А аналитика в этих камерах богатая, имеет эта камера аналитику по определению человека, силуэта, по определению автомобилей. Также она будет присылать, писать на карту памяти, установленную в камеру, и также присылать команду на видеорегистратор, который будет писать на свой жесткий диск, установленный в видеорегистраторе. Металлическая камера полностью. Вот это все металл, само глазное яблоко поворотное тоже металл, декоративное кольцо, которое прикрывает места крепления камеры, идет только вот пластиковое, но оно качественное. Снял кольцо, установил камеру, прикрепил ее. 3 варианта крепления. Или потолочная. Многие думают, что эта камера чисто потолочная. Но ее ты можешь крепить и на стену. Легко ты сможешь перенаправить ее угол. Очень легко это все перенаправляется. Вот эта вот внутренняя часть, ее шар, вращается, в общем-то, куда ты захочешь. Туда он и перенаправляется. Максимум, что здесь кабель может в каком-то месте мешать. Но все углы максимальные учтены. И ключ зачем нам? Для затягивания фиксации. Прижимная скоба прижимает вот эту часть, а эта часть уже прижимает сам шар к корпусу. Какой плюс камер такого типа? А то, что эта камера более антивандальная по своей сути. Если сравнивать с обычной камерой
цилиндрической, эту камеру будет сложнее сорвать, сбить с места ее установки. Если она в доступности стоит, что можно там на нее набросить, как на обычную камеру цилиндрическую, там петлю какую-то или накинуть на нее что-то и сдернуть ее вместе с креплением, то если эта камера установлена, застегнута вот кольцо на место, то что бы ты на нее не набрасывал, с нее будет практически все соскакивать. Также избить ее будет тяжелее ударом, чем обычную камеру. У нее места крепления более широкие. То есть на большую площадь она закрепляется. Если обычная цилиндрическая камера имеет квадрат крепления, там кронштейн, небольшой плоскости, то тут плоскость больше. Поэтому камеру будет сбить тяжелее. Ну и это именно металлический полностью корпус, соответствует какой-то там степени антивандальности. Поэтому такие камеры можно смело рассматривать для установки как на потолок, так и на стену. Теперь именно по этой камере. В моем случае в 5-мегапиксельный вариант и 20 кадров в секунду. Есть возможность на странице этой камеры заказать 8-мегапиксельный вариант. Соответственно, там будет по максимуму 15 кадров в секунду, но разрешение будет лучше. Поэтому выбирай, что тебе нужно. 5-мегапиксельная будет дешевле стоить, соответственно. Имеется встроенный микрофон, имеется даже встроенный динамик в камеру. То есть двухстороннее аудио есть, ты можешь с приложения на смартфоне заходить и передавать какой-то голосовой посыл в камеру. Вот, кстати, видите, здесь даже вырезы сделаны в металлическом толстом корпусе, для того, чтобы не был полностью заглушен динамик. Камера, например, же плоскостью своей перекрывается здесь, именно внутренняя часть на потолке или на стене. И вот, чтобы звук звучал, то будет он вот отсюда выходить. Ну и дополнительное охлаждение. Объектив 2,8 мм. Широкоугольный идет что с 8-мегапиксельной матрицей, что с 5-мегапиксельной. И имеются два светодиода. Один явно желтый, другой скорее всего двойного действия, именно инфракрасный и желтого свечения. И с этой камеры очень классная ночная картинка. Вот я вам показывал такую анпивизовскую камеру, но только в обычном цилиндрическом квадратном корпусе. И там я показывал и сам удивлялся, насколько классно камера показывает и днем, и ночью. Это примерно тот же самый вариант, только 5-мегапиксельный. Ночью камера в цвете показывает очень классно. Ей буквально нужно небольшое освещение. Вот хватает даже ее светодиодов, которые работают метров на 30, это точно. И она видит классно в цвете, то есть номера автомобилей не будут засвечены, лица людей не будут засвечены, различие будет в цвете цвета автомобиля, цвет одежды человека проходящего. То есть в цветном режиме она классно работает в темноте. Можно на это рассчитывать. И включать может она именно желтого свечения светодиоды и переходить в цветной режим по движению людей и по движению автомобилей. Это очень классно, когда подъезжает, например, камеру используешь частный дом, к воротам автомобиль подъехал, или же стоянка, парковка какая-то. Подъехал автомобиль, камера включила свет, сразу номера видны становятся, тебе присылает тревогу, фото на смартфон, на приложение присылает. На видеорегистраторе фото все сохраняются тревожные и видео. Очень классно. И эти камеры поддерживают карты памяти до 256 гигабайт. Ключ, кстати, все продумано. Используется не только для фиксации угла камеры, а еще и вот для откручивания крышки. Крышка также, посмотрим, пластиковая или металлическая. И посмотрим, выпадет ли вот это все. Нет, все зафиксировано. Все продумано на поводке. И зафиксированы идут винты в крышке. То есть они не теряются. Кнопка сброса к заводским установкам. И слот для карты памяти. Металлическая. И крышка также идет из металла. Алюминиевый сплав. Очень удобно, когда нужно сменить карту памяти или извлечь вообще, или установить. На высоте камера, и тебе не нужно бояться, что потеряешь винт или же эту крышку полностью. Без карты памяти камера также может работать, просто ей сохранять негде будет видео.
с картой памяти идеальный вариант. К компьютеру камера также подключается. Приложение IVMS Hikvision программа может работать в Hik Connect. Эта камера определяется в домашней сети вообще как Hikvision. Также видеорегистратор XMI может с ней работать. Будет она выводить картинку в хорошем качестве. 2 потока. Можешь регулировать с видеорегистратора потоки, цветность, контрастность. Но с XMI видеорегистратором нету совместимости по тревожным моментам. По людям, по автомобилям, по стоянку. Только есть возможность писать на XMI видеорегистратор. Ну, производители так и поступают специально, чтобы вы покупали оборудование именно их производства в дальнейшем. Хочешь к ней видеорегистратор, который будет работать в полной совместимости, покупать нужно анпивизовский видеорегистратор. Там идет отметка у них на странице с поддержкой приложения Guard Vision на смартфоне. Подключение простейшее, нету никаких заморочек, там в несколько кликов на приложение ты ее добавляешь. Удаленно из любой точки ты будешь ее отслеживать. Эта камера может работать самостоятельно, заостряю на это внимание. То есть ты можешь ее купить для самостоятельной работы. Вот тебе нужна просто одна камера в системе видеонаблюдения. На видеорегистратор ее подключил, установил карту памяти, работает. Зашел, включил звук, слышишь, что она пишет в онлайне, или же на ролики зашел на карту памяти, скачиваешь, все это возможно. Но также в последующем, к примеру, тебе понадобилось больше камер, задумался о системе видеонаблюдения, ты докупаешь видеорегистратор, или же видеорегистратор с несколькими камерами. И эта камера у тебя подключается и работает в твоей системе видеонаблюдения уже. Можешь из нее просто вытащить карту памяти, если не нужна. Камера будет писать на жесткий диск. Разбираю просто ее полностью, чтобы показать вам и посмотреть самому. Смотрите, какой толстый металл. Ну, это алюминиевый сплав, он по сути легкий, но просто он такой вот мощный. Раз металл. 2 металл. Камера разбирается, если надобно будет. 3 винта с 2 частей, прокладка есть. Все герметично, камера готова для установки под открытым небом. Ты можешь ее устанавливать, но она не боится осадков. Все здесь герметизация продумана. Вот сама камера именно. А кронштейн, можно сказать, крепежный элемент, ее корпус вот. И вот эта часть также металлическая полностью, алюминиевый сплав. И вот резиновая постель такая, в которой прижимается сам шар и фиксируется. Ввод кабеля также загерметизирован. И это POE вариант камеры. На отводе видим 12-вольтовый разъем, если надо. Но заглушка, видите, уже предусмотрена. Знают, что в основном-то будет подключаться камера по POE. Одним кабелем на RJ45 по 48 вольт. То есть POE коммутатор, POE видеорегистратор, POE блок питания, POE 48 вольт по одному кабелю до 100 метров витой пары. Наклейка на коробке с моделью камеры, модель и объектив 5 мегапикселей и Hikvision серия. Говорит о том, что у камеры полностью совместимость с Hikvision. С Hikvision видеорегистраторами, с софтом Hikvision. Ну и будут они работать, если ты эту камеру приобретешь, а у тебя Hikvision камеры и стоит приложение Hik Connect, то эта камера туда добавится. Но вот читаю отзывы, что приложение Guarding Vision люди даже устанавливают на замену приложения Hik Connect, потому что Guarding Vision пишут, что работает более стабильно и лучше. Поэтому не проходите мимо такого типа камер, такого форм-фактора. Есть более дешевые варианты в полностью пластиковых корпусах. Уже выбирайте от вашей надобности. Если хотите, чтобы именно камера была как с более функциональным антивандализмом, так сказать, то тогда металл, конечно, брать. Ну, а если просто нужна такая камера, кстати, она, наверное, и проще устанавливается, и проще регулируется. У нее угол и с большими возможностями, чем у цилиндрических камер. Ну, кому как.
На сегодня все. Камера в продаже в Украине по цене AliExpress. И также видеорегистратор из прошлого видео. 8-канальный POE с возможностью определения силуэта человека, определения автомобиля. И даже есть у него возможность фиксации номеров автомобиля и отбора информации по номерам автомобильным. Но к этой функции видеорегистратору нужна камера с определением номеров и с фиксацией номеров автомобилей. Но изначально в видеорегистраторе функционал такой уже зашитый. В Украине в Telegram заходи, там к тебе добавлюсь в личку и продам по цене AliExpress. Всем удачи, до следующих видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. В дороге много чего интересного.